Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Харрисон Грэхэм. Грэм. Большой любитель невест, которых он хранил в мертвом виде в своей квартире. Он вновь услышал отвратительное карканье, ворвавшееся в квартиру через открытое окно. Он понял, что вороны эти, любители падали, опять жадно терзают останки конечностей его разделанной любовницы, часть из которых он перенес на крышу дома, а часть сложил в подвале. Тело, которое он вот уже дней 5 тому назад перетащил на крышу. Он захлопнул окно и зарыдал, чтобы избавить очередную невесту от посмертного надругательства. Стоило бы оставить ее труп в квартире, однако места для нее здесь уже не было. Впрочем, привычно проглотив таблетку Арти, он вскоре успокоился. И впрямь, не стоит беспокоиться, когда в твоем безраздельном распоряжении не одна, а целых 6 красавиц. Пусть и мертвых. Харрисон Грэм родился 9 сентября 1959 года в Филадельфии, старший из 5 детей. В раннем детстве у него проявлялись признаки умственной отсталости и были проблемы с успеваемостью и дисциплиной в школе. Грэм учился в средней школе Олни, откуда был вынужден бросить учебу после 10 класса из-за неуспеваемости и хронических прогулов. Его мать позже утверждала, что в 1971 году у Харрисона было диагностировано психическое расстройство, и он провел 2 года в психиатрической больнице или учреждении по уходу, но это утверждение не было подтверждено. Умственно отсталый Харрисон Грэм был хорошо известен в районе своего гетто в Филадельфии. Иногда он развлекал местных детей своей марионеткой «Печенье-монстр». В других случаях его заставали копающим могилы, для собак, по его словам, на близлежащих пустырях. По-видимому, никто не подозревал, что за его простым умом может скрываться более темное побуждение, подталкивающее его к убийству. Грэм работал во многих сферах строительной индустрии. В 1979 году он покинул родительский дом и переехал в Северную Филадельфию. Высокий, атлетически сложенный мужчина. Он не считался жестоким по отношению к другим и никогда не привлекался к ответственности за какое-либо преступление. В 1983 году Харрисон снял квартиру в жилом комплексе, где в основном были свободные помещения. Харрисон был известен своим соседям как Марти. В годы проживания в этом комплексе Грэхэм превратил свою квартиру в притон для наркоманов, который посещали все его друзья и знакомые с целью покупки и употребления наркотика. Однако даже ведя противоправную торговлю наркотой, Грэм ни разу не попал в поле зрения полиции и даже не был ни разу замечен полицейскими в чем-либо противоправном. Серийный убийца Харрисон Грэхэм исправно платил арендную плату за жилье, играл с местной молодежью в баскетбол, получал социальную пенсию по инвалидности и дружил с соседями, которые отзывались о нем только положительно. В 1980-х годах город Пенсильвания стал домом для 3 печально известных серийных убийц. Гэри Хейдника, также известного как франкфуртский слэшер, который убил 7 человек и держал еще нескольких женщин в камере пыток, которую он переоборудовал в подвале своего дома на Норт-Маршалл-стрит. Затем был арестован человек по имени Леонард Кристофер, после того, как сбежавшая жертва, ставшая очевидцем, связала убийцу как минимум с 7 убийствами женщин в районе Франкфурта.
Наконец, летом 1987 года полиция отреагировала на жалобы жителей ветхого многоквартирного дома на севере Филадельфии. В тот душный день за дверью, заколоченные арендодатором, были обнаружены разлагающиеся женские тела. Когда исследователи оглядываются на печально известного серийного убийцу Джеффри Даммера, выясняется предыстория жестокого обращения с животными и других патологических жестокостей. Напротив, Тед Банди, убивший не менее 2 десятков женщин, не имел криминального прошлого. Ему удавалось избегать подозрений всю свою жизнь, при этом питая навязчивые сексуальные фантазии. Харрисона Грэма нельзя отнести ни к одной из этих категорий. Он не был жесток к животным, не бывал в молодежных лагерях и не выходил из них, не очаровывал людей своей любезностью и флиртом. Тем не менее, он был красным флагом, развивающимся высоко на улице, умоляющим о присмотре, кризисном вмешательстве и вмешательстве самым серьезным образом. В воскресенье 9 августа 1987 года было так влажно, что казалось, что если вы попытаетесь разрезать воздух ножом, у вас не получится. Это было бы невообразимо – жить в городской нищете возле проспекта Сесила Б. Мура, где жили бедные и отчаявшиеся. Северная улица 1631 года оказалась заброшенной. Если кто-то склонен к темным тайнам, такое место вполне может служить этой цели. Главный вход в здание состоял из сломанной двери и щебня, закрывающего проем. Передние окна были выбиты, обеспечивая свободный вход в квартиры, что наводило на мысль, что никто не будет жить за такой уязвимостью и в таком районе. Офицер Пит Скалатино первым отреагировал на жалобы на неприятные запахи в тот день. Он узнал запах смерти, когда вошел в полуразрушенное сооружение. Следуя своему инстинкту и своим чувствам, он поднялся по лестнице на 3-й этаж, пока не достиг квартиры, которая кричала от гниения. Передняя комната, в которую можно было попасть из прихожей через открытую дверь, была наполнена вонючими материалами. Контейнерами из-под еды, заплесневелыми газетами и журналами, засохшими фекалиями и грязной одеждой, сложенной по колено. На стене висели грубые наброски. Один особенно тревожный рисунок обнаженной женщины, украшенный чьими-то словесными доносами, вылитыми на нем чем-то вроде засохшей крови. Офицер прошел мимо кухни к двери, которая, как он предположил, вела в комнату. Запах вокруг него сгущался, и он был уверен, что причина исходит из-за этой двери. На двери было выгравировано имя – Марти, а внизу виднелась открытая замочная скважина. Он наклонился и всмотрелся сквозь него, чтобы увидеть человеческую фигуру. Он потребовал открыть дверь, но ноги, которые он мог видеть, были неподвижны. Скалатино вызвал подкрепление. С помощью следователя Чарльза Джонсона дверь была взломана, и тело чернокожей женщины, лежащее на матрасе, было у всех на виду. Тело раздулось и разложилось. Рядом с матрасами лежало второе тело, и еще одна женщина, мертвая, распростертая на полу. 2 мужчин нуждались в дополнительной помощи. Было трудно оценить, были ли смерти связаны с наркотиками или убийством. Когда начали появляться детективы, начала собираться толпа. Условия внутри здания были препятствием, и теперь строилось цирковое представление. Полиция зафиксировала место происшествия, и когда власти отфильтровали отходы, под всеми обломками было обнаружено 3-е тело. Жертва представляла собой скелет, а это означало, что то, что происходило в 1631-м Норф, происходило уже довольно давно. Надев маски, поиск был продолжен, но всего за несколько часов обнаружили 4-ю жертву. Это тело, также выглядящее менее чем человеческим в своих останках, которое было мумифицировано в простынях, тщательно перевязывающих своего оккупанта. Поиски, начавшиеся рано утром, теперь продолжались до заката. В 5:30 поисковая группа обнаружила 5-го, спрятавшегося между 2 матрацами. Это тело не было обернуто или связано. Следующее тело офицер нашел в кладовке, заваленное мусором и изодранной старой одеждой. Знойную погоду сопровождал легкий дождь, а солнце село, что сделало поиск более неудобным и визуально менее возможным. Из-за того, что число погибших достигло 6, поиски отложили до утра. Помимо соседей и местных жителей,
Средства массовой информации пронюхали о возможной серии серийных убийств в городской Филадельфии. 10 августа поиски были расширены за пределы квартирного строения. Осматривая крышу, следователи обнаружили зеленую спортивную сумку, в которой находились кости рук, ступней и голеней другой жертвы убийства. В то время как при раскопках подвала были обнаружены череп, грудная клетка и тазовая кость, принадлежащие седьмой жертве. Поскольку все тела, кроме двух, находились в состоянии сильного разложения, полиции было трудно определить причину их смерти. Было установлено, что причиной двух других было удушение. Первые два тела быстро разложились из-за климата. На самом деле они были мертвы всего несколько дней. Были приглашены антропологи, чтобы извлечь информацию из тканей и костей. В течение недели общественность помогала полиции в раскрытии тайн личности. СМИ рассказывали о сумасшедшем на свободе, поскольку Харрисон все еще не был арестован. Мужчина позвонил и сообщил, что его жена пропала около 2 лет назад и может быть одной из жертв. Девушка предположила, что ее соседка по комнате Сандра Гарвин могла пойти к этому наркоторговцу за товаром. Домой она так и не вернулась. Кроме того, обломки с места преступления заполнили недостающие предметы. Украшения, в том числе ожерелье в форме сердца и 3 серьги. Фотографии вызвали отклики у общественности. Родственники вышли на связь, чтобы помочь опознать еще 2 жертв. Харрисона Грэма по-прежнему нигде не было. У разыскиваемого подозреваемого было 4 младших братьев и сестер, а также его мать Лили. Все они жили в районе Филадельфии. Семья публично призвала Харрисона вернуться домой. Его видели в местных приютах, даже в городском автобусе, но он каким-то образом продолжал ускользать от следователей. Следователи продолжали обыскивать заброшенное здание сверху, снизу и по соседству. Некоторые кости были эксгумированы с территории, окружающей квартиру, но после более тщательного изучения Корнером выяснилось, что это были останки животных, а не человека. Однако 15 августа было найдено еще одно тело. Поиск распространился на близлежащие здания. А в подвале комплекса, расположенного по улице от дома Грэма, находилось такое же сохранившееся, завернутое в одеяло и связанное с электрическим шнуром, человеческое тело. При внимательном рассмотрении оказалось, что остались только туловище и череп, что заставило следователей задаться вопросом, была ли это 8-я жертва, или это было связано с ранее найденными костями ног. Поиски Харрисона Грэма усиливались, а судмедэксперт пытался присвоить телам имена. 17 августа 1987 года Грэхэм разыскал свою мать, которая после долгих уговоров убедила его сдаться, после чего позвонила в полицию. Серийный убийца Харрисон Грэхэм был арестован на 15-й Северной улице в тот же день, на расстоянии 10 кварталов от своей квартиры, после чего был доставлен в полицейский участок, где впоследствии признался в совершении 7 убийств. Уходить в полный отказ при таких вещественных доказательствах Грэм не посчитал нужным. Сразу пояснил, жертв своих выбирал среди не слишком состоятельных поклонниц арти, предлагал наркотик за секс, приводил к себе домой, а потом во всем, дескать, оказалась повинной техника секса, излюбленная Грэмом. Войдя в раж, он якобы непреднамеренно душил своих наложниц в момент достижения оргазма, а уже придя в себя, с удивлением обнаруживал в своих объятиях мертвую женщину. Каждое такое убийство из-за любви Харрисон, согласно его показаниям, тяжело переживал. Мазал стены собачьими фекалиями, писал там же разные ругательства и непристойные выражения. Ну а затем, чтобы прийти в умиротворение, просто-таки вынужден был принимать все большие и большие дозы своего товара. Судебный процесс над Харрисоном Грэхэмом открылся 7 марта 1988 года. На суде присяжные единогласно сочли маньяка Харрисона Грэхэма виновным в убийстве 7 женщин и посмертном глумлении над ними. Обвинитель потребовал для маньяка довольно-таки необычного наказания в виде пожизненного заключения и 6 казней. 28 апреля 1988 года серийный убийца Харрисон Грэхэм был признан виновным по всем обвинениям. Судья полностью поддержал это требование и заявил об особом цинизме маньяка,
который занимался сексом с ничего не подозревающими женщинами в одной комнате, в то время как в другой уже был оборудован склад трупов. 3 мая 1988 года маньяк Харрисон Грэхэм в качестве уголовного наказания получил 6 смертных приговоров и одно уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. До 1994 года Харрисон Грэхэм находился в тюрьме Харрисбург в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Но затем Верховный суд после плановой проверки счел его приговор неэтичным и незаконным. Суд постановил отменить пожизненное заключение Грэхэма и привести в исполнение смертный приговор. Он должен был умереть 7 декабря 1988 года. Судья Латрон снова должен был принять решение, позволить Грэму жить или умереть. Он остановил казни. Дело об убийце, казалось, занимало много времени в апелляциях, а также в судах высшей инстанции и за их пределами, пока в 2002 году Верховный суд США не запретил казнить всех умственно отсталых преступников. Поскольку, согласно критериям, установленным Американской психиатрической ассоциацией, что начало психического заболевания, произошедшее в возрасте до 18 лет, требует такого же освобождения от казни. Харрисон Грэхэм навсегда был освобожден от смертной казни. Подводя закономерный итог, деяниям серийного убийцы Харрисона Грэхэма нужно также отметить, что все 7 его жертв были в итоге опознаны судебно-медицинскими экспертами. Жертвами маньяка стали в основном опустившиеся женщины с асоциальным поведением: 36-летняя Мэри Джеттер Мэттис, 33-летняя Сандра Гудвин, 22-летняя Барбари Махоуни, 24-летняя Патриция Франклин, 28-летняя Синтия Брукс, 30-летняя Робин де Шазор и 25-летняя Валери Джеймисон. Что касается 7-кратного серийного убийцы, то он остался жив. В тюрьме Грэхэм ударился в религию и участвовал в 2006 году в конкурсе на всеамериканское звание «Мистер Лучший проповедник заключенный», заняв почетное 3-е место и пропустив вперед лишь бывшего растлителя малолетних и рецидивиста Медвежатника. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов.